Мисс Смит и ее муж, помощник администратора Бутс, впервые встретились на Майорке в 2002 году, где она работала представителем по организации праздников, а он был диджеем. Хотя она никогда не встречала маленьких людей, мисс Смит не была обеспокоена его состоянием. Она сказала: «Я все еще считала Пола действительно красивым мужчиной. Друзья и семья очень поддерживали. У меня были некоторые комментарии, и я получаю неуместные вопросы, но если люди осуждают меня, я просто исключаю их». Со временем мысли пары обратились к созданию семьи. Поскольку псевдоахондроплазия является генетическим заболеванием, они знали, что есть шанс, что их дети унаследуют его. Мисс Смит сказала: «Пол жил полной жизнью, имел работу и счастливо общался со своими друзьями. Он был счастлив, и знание того, что он всегда жил нормальной жизнью, означало, что мы не слишком беспокоились о том, пострадают ли дети. Только после того, как они родились, реальность этого состояния, со всеми операциями, с которыми они столкнулись, поразила меня». Мисс Смит также с трудом справляется с мыслью о том, что над ее детьми издеваются. Она сказала: «Были сказаны вещи, которые их расстроили. В школе их называли малышами, или дети держали футбольные мячи прямо над головой Джека, чтобы он не мог дотянуться. Эрин даже называли глупой маленькой карлицей, что является неприемлемым словом в сообществе карликов. Когда мы всей семьей гуляем, люди смеются, показывают на нас пальцами и фотографируют. Мои дети постоянно страдают от своего состояния. Им не нужно дополнительно беспокоиться о том, что утром они выйдут на улицу, над ними будут смеяться и показывать на них пальцами». Мисс Смит сказала: «Нужно больше принятия и понимания, чтобы люди могли продолжать свою жизнь, независимо от их роста. Семье удается сохранять позитивный настрой и вести здоровый образ жизни, но мисс Смит по-прежнему считает, что отношение к маленьким людям неприемлемо. Она сказала: «Я знаю, иногда дети слишком малы, чтобы понимать, что они говорят, но нам нужно больше образования и осведомленности, чтобы каждого можно было принять». Отношение начинает меняться, поскольку карликовость становится все более заметной, но впереди еще долгий путь. Как и обычные люди, все они индивидуальны. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.